Готов следующий Да, готов гость. Петр Верзилов. Я даже не знаю, как бы нам его правильно представить. Человек-легенда. Человек-легенда, Петр пусть Верзилов. будет так. Петя Верзилов. Петя, как ты это сделал? Мы тебя и ненавидим, и восхищаемся тобой одновременно. Как так получилось, что ты оказался за одним столом с Владимиром Зеленским? Ну, да как-то... Не говори, Хочется что сказать, как-то что само как-то получилось. шел по улице. Мы не будем Да, в хочется сказать, что эту как-то версию естественно принимать. получилось, да, но вот, собственно, основная цель моего нахождения здесь последние несколько недель заключается в том, что мы вот с моим другом, создателем сериала на Netflix, известным американским драматургом и сценаристом, одним из главных американских драматургов и сценаристов Бо Уильяманом, работаем над документальным фильмом о войне в Украине. И в рамках работы над этим фильмом мы очень хотели поговорить с Владимиром Александровичем. Вот озвучивали такое пожелание, добивались этого, и как-то вот оно получилось, и вот наш прекрасный разговор состоялся в офисе президента. Скажи, пожалуйста, а через вас Владимир Зеленский к кому обращался? Есть представление, кто его целевая аудитория, когда он общается с российскими журналистами? Ну, конкретно, то есть наш разговор просто состоял из нескольких частей, вот, и конкретно было решено, что ту часть, которую мы опубликуем, она будет опубликована прежде всего в медиазоне, не прежде всего, а только в медиазоне. Это, собственно, мы публиковали маленькую часть нашего разговора. И эта часть, прежде всего, поскольку она обращена к российской аудитории, мы решили, что вот в контексте обращения к российской аудитории будет актуально задать те вопросы и услышать на них ответы, которые озвучил Владимир Александрович. Офис президента, им тоже, сказать, они разделяли эти наши представления о ходе разговора, поэтому вот как бы так, безусловно, вот то, что было озвучено, это скорее предназначалось, конечно же, российской. Давай тогда напомним буквально вот парой позиций. Основной посыл в ответах Владимира Зеленского, он какой был? Ты на что обратил внимание? Основной посыл Владимира Александровича был в том, что нужно, что, собственно, достаточно вообще очень сложно говорить о том, и мы еще отдельно об этом говорили и за кадром, и вообще очень сложно, то есть, собственно, сам процесс не то, что даже примирения, а изменения отношений у украинцев к русским займет очень долгое время. Это будет очень болезненный процесс, потому что вот когда в твоем доме люди, которые называют себя русскими, россиянами, они убивают близких тебе людей, очень сложно вообще говорить о каком-либо адекватном отношении, такой всепоглощающей ненависти и желании уничтожить, кто нападает на тебя и на твоих любимых людей, на твою любимую страну. И когда этот процесс будет происходить, то он, безусловно, потребует такой основательной разморозки и изменения всего общества через признание через признание того, что произошла совершенно чудовищная трагедия, в которой участвовало очень много людей. Многие люди радовались этой трагедии, они восхваляли ее, и мы, конечно, сейчас не опираемся на те цифры, на те официальные цифры, которыми оперирует российская власть. Но мы прекрасно понимаем, что немало людей, которые приветствуют те жуткие вещи, которые происходят в Украине. И это будет очень, собственно, процесс изменения отношений к русским, если он вообще будет происходить. Это будет очень болезненный, медленный и сложный вопрос, и сложный процесс, если он вообще выполним. Но это, безусловно, произойдет, это будет происходить, потому что по царству тьмы, которое сейчас существует в российской власти, оно не может продлиться хоть сколько-нибудь существенное время, и обязательно ситуация будет очень сильно меняться. Петр, мы следим за тем, что ты делаешь в Украине, и видели, что ты побывал, где ты только не побывал. Ты был в Буче, кажется, наблюдал за
эксгумациями, ты видел ужасы войны, ты встречался с президентом. Расскажи, пожалуйста, что сейчас, как ты сейчас видишь то, что происходит в Украине? Опиши, но со своей, видимо, эмоциональной точки зрения, что сейчас там происходит, как человек, которого мы все знаем, как человек, который журналист, который может рассказать, что же там происходит, что, по-твоему, сейчас самое важное, о чем стоит упомянуть? Происходит война, степень озверения которой абсолютно всем казалась непредставимой в 21 веке, в 2022 году. То есть война, которая для людей, находящихся в Украине, она, в принципе, не очень отличается от того, что происходило в 1941-1945 годах. Существует армия захватчиков, которая пришла сюда и которая, помимо того, что пытается достичь разных военных целей, еще вдруг, оказывается, творит такие абсолютно чудовищные зверства, бессмысленные и вообще ничем не оправдываемые, кроме как кровожадностью, тупостью, безумием, вот стремлением оставить после себя как можно более кровавый след. Да? Очень, у всех людей, мне кажется, отношение к войне очень сильно изменилось, конечно, на то, что было до Бучи и то, что было после Бучи, потому что конкретно Буча позволила посмотреть на, просто показала то, что будет происходить в оккупированной Украине, что творят, и на что все способны российские солдаты не в рамках каких-то эксцессов, а в рамках вот такого систематического поведения, систематической кампании по устрашению и истязанию населения, которое находится вот на подконтрольной им территории. Да? Вот, собственно, если до Бучи и приходили какие-то такие, в общем, довольно было много достаточно кровавых инцидентов, и было видно, что просто так убиты огромное количество и мирных людей, но такое именно представление о системных зверствах, оно вот создалось после того, как российская армия отступила из-под Киева, из-под Чернигова, оставила все эти оккупированные деревни, и мы увидели, что эта война ничем не отличается от тех зверств, которые нацисты совершали на территории Советского Союза во время Второй мировой войны. Петя, смотри, ты как раз... Да, прости, просто давай вернемся к теме очень важным. Не хочу просто, чтобы ты дальше ушел в своих рассуждениях. Вот про то самое общество, которое позволяет этому насилию случаться. Давайте мы сейчас посмотрим небольшой кусочек из видео, потому что есть и видео вашего интервью, говорю это с плохо скрываемой завистью. И тоже это немножечко обсудим. Совершена катастрофическая ошибка группой людей, и которые засосали благодаря информационной политике в это целый народ. И повергнув эти живые на сегодня поколения Российской Федерации вот эту дезинформацию и в эту бойню, потому что это не война, это бойня, повергнув всех их, они поставили под вопрос вообще исторические вещи, культурные вещи. Через 20 лет в России будет другой президент. И в Украине тоже. В Украине я вообще уверен. А у вас мало ли что там ваше происходит, технологии. Даже смешно представить, что у вас будет тот же президент. Ну, Бог его знает. Ну, конечно же, будут другие люди. И если, еще раз, если руководство страны, знаете, как иголочкой, дети балуются и бьют вот эти шарики воздушные, надувные. Вот если вот другой президент, и вот лопнет шарик этот информационный, в котором народ сидит, то народ за лет, информационные технологии быстро, я думаю, лет за 3-5 лет прозреет. Петя, как ты думаешь, можно ли хлопнуть этот информационный пузырь? Прав ли в своих прогнозах Владимир Зеленский? Ну, конечно, можно хлопнуть. Вот, собственно,
современность, как бы главное достоинство современности в том, что все процессы, которые происходят, они сейчас могут происходить значительно быстрее, чем раньше. Поэтому я уверен, что в случае появления условий для того, чтобы этот пузырь лопнулся, прежде всего политических условий, процесс осознания, такого очень трагического осознания для огромного людей, он будет происходить достаточно быстро. И то, о чем говорит Зеленский, те 3-5 лет будут, в принципе, достаточны для того, чтобы у огромного числа людей открылись глаза, и они смогли посмотреть по-другому на те вещи, которыми они относятся сейчас совершенно иначе. Например, на военные преступления, на то, что происходило в Буче и в других местах вообще, как власть российская. Петр, такая есть, не скажу, что очень популярная, но достаточно распространенная точка зрения в России. Есть люди, которые чувствуют, что они что-то делали, но делали недостаточно, что они вот там выходили на митинг, но вот на какие-то не выходили. Или там недостаточно много писали в соцсети, что Путин плохой, и это все случилось из-за них, что вот они недостаточно сильно сопротивлялись. Есть ли у тебя такое ощущение, и что бы ты сказал людям, которые так считают? Лично я считаю, что, конечно, все мы делали достаточно много. Это очень сложный экзистенциальный вопрос. Отвечаю так, как отвечал Зеленский на мой вопрос про что можно сделать, для того, чтобы меняться отношения украинцев к россиянам, тоже скажу, что это очень сложно. Да, это очень сложный вопрос насчет того, делали ли мы все достаточно. Это просто такой индивидуальной вины и перехода ее в некое коллективное восприятие. Я считаю, что раз не получилось на данный момент изменить тот политический режим и свергнуть Владимира Путина и добиться иного политического и общественного устройства в России, то, конечно, мы сделали все вместе недостаточно. Надо было что-то сделать иначе, надо было действовать по-другому, и тогда, возможно, вот те ужасы, которые происходят сейчас в Украине, они бы не происходили. Я скорее сторонник версии, что да, лучше сказать, что можно было бы сделать больше. Да, конечно, мы видим, что большое количество протестных действий происходило, и я сам, собственно, занимался последние глубокой юности, последние лет 15 практически только этим, но, говорится, все это должно привести к конкретному эффекту, пока его нет. Вполне справедливо признать, что наша цель не достигнута, и надо продолжать работать, надо придумывать, как делать дальше, как разговаривать с разными людьми и приводить к тому, чтобы ситуация менялась. Петр, последний вопрос. Ты упомянул про то, что сделали много, и это безусловно так. Медиазона. Наверное, моя любимая российская СМИ, которая начиналась как СМИ просто про суды, а теперь СМИ про все на свете, про войну и про все ужасы, которые происходят. Я вас поздравляю, вы сняли все эти дебильные плашки, которые от вас требовал Роскомнадзор. Правда, вы были заблокированы все-таки, но это произошло до этого. Расскажи, как сейчас будет жить Медиазона? Как сейчас ваша редакция вообще будет существовать? Медиазона, в принципе, существует уже в таком заблокированном режиме несколько недель. И, безусловно, мы оказались, на самом деле, достаточно рады тем, что количество читателей Медиазоны не только не уменьшилось, но и в некотором смысле даже увеличилось, поскольку у людей неуклонно растет интерес к тому, что мы делаем, и все очень качественно и ловко пользуются и VPN, и всеми остальными идиотских блокировок. И поэтому, собственно, мы как редакция будем продолжать делать то, что мы должны делать, рассказывать правду о войне, о происходящем в Украине, в России, во всех других местах и нести информацию нашим читателям. Безусловно, есть разные организационные проблемы, связанные с тем, что у какой-то части российской аудитории им сложно донатить напрямую Медиазону, иногда это технически невозможно, поэтому мы придумаем разные новые возможности, собственно, подключаем к пожертвованиям аудиторию и за рубежом, придумываем другие способы для российской аудитории. Конечно, это
требует постоянной творческой работы, чтобы обеспечить возможность для функционирования издания. Так что поддерживайте медиазону, это очень важно. Так же, как и поддерживать и ваш канал, и все проекты Навального, и все, что может привести Россию к изменению той ситуации, к прекращению тех ужасов, которые происходят. Какие удивительно правильные слова говорит Петр Верзилов. Действительно, друзья, поддерживайте, пожалуйста, медиазону. Это одно из... Вообще, на самом деле, еще в более мирные времена медиазона была одним из лучших медиа, где всегда были новости, где всегда была правда, поэтому важно поддерживать и медиазону, и популярную политику, где мы можем услышать Петра Верзилова. Я все еще Петр, раз... спасибо огромное. Да, мы знаем, что сейчас из-за того, что российские карты заблокированы во всем мире, сейчас, конечно, сложности у всех, кто собирает пожертвования. Поэтому, пожалуйста, не ленитесь, помогайте медиазоне, помогайте нам, помогайте всем независимым СМИ. От этого в буквальном смысле зависит будущее России, потому что если никто не будет говорить правду, то прекрасной России будущего и не наступит. Спасибо большое, Петр. Спасибо. Приходи к нам еще.